Я 5 лет отработал, был организатором этой классной работы. Я не знаю, такой, наверное, сейчас в школах нет уже. Есть еще, да? Хорошо. Так что я, в принципе, имею представление о работе учителя и параллельно журналистикой занимался, но потом ушел в журналистику уже полностью. Значит, понимаете как? Просто для того, чтобы преподавать медиаобразование, наверное, надо иметь какое-то представление о массовой вообще, и о массовой коммуникации, в частности. То есть массовая коммуникация, явление сейчас всеохватывающее, с нашим переходом к информационному обществу. И тут важно понимать, что с этим явлением, это явление присуще человеку. Вы знаете, вот эти вот основные потребности пирамида Маслоу, что вот никто не может, предположим, без воздуха, без еды или без воды. Понятно, что никто не может. Но точно так же люди не могут без коммуникации. Во-первых, что такое коммуникация? Коммуникация, общение – это одно и то же. Без общения человек не может. Причем, понимаете, это не громкие слова, это научно установленный факт. Если человек не имеет достаточной меры общения, он сходит с ума. Ну, вы можете мне сказать, а вот же, как же там Робинзон Крузо, Даниэль Дефо. Александр Селькирк, который был прототипом Робинзона Крузо, он не 33 года был, а 3 года на необитаемом острове, и причем, значит, там же эти пятницы бегали. То есть он не был, в принципе, в полном одиночестве. А вот исторические факты говорят, что люди, которые оставались вот такими ситуациях, они очень быстро погибали. А вот если люди, которые наблюдали, вот, например, знаете, узники, вот в Средневековье часто были такие наказания, как вот без контакта. То есть их кормили, но запрещено было контактировать. И когда со сменой монарха их выпускали на свободу, амнистировали, ну, традиционная амнистия при смене монарха, то оказывалось, что эти люди в основном они уже были сумасшедшими и умирали тоже очень быстро. Человек, когда утрачивает разум, вот при таких обстоятельствах, они почему-то люди еще и быстро умирают. Я не занимаюсь медициной, поэтому я не знаю почему, но во всяком случае это научно установленный факт. Человек без общения теряет разум, и он умирает. Конечно, есть какие-то исключения, вот там вот печерские старцы, они там себя в пещеры там замуровывали, но они в основном в этих пещерах и умирали, во-первых, а во-вторых, возможно, у них была вот эта вот религиозная коммуникация, которую они себе представляли, очень мощный поток, и таким образом компенсировалась. Есть такая американская исследовательница, полярная экстремалка Рельцер, так она на своих воспоминаниях писала, что она на Северный полюс обратно пошла без средств связи, и дошла, что она разговаривала с Луной во время этого путешествия. То есть человек не может без коммуникации. Значит, для журналистов является аксиомой обращать внимание, вот для того, чтобы понять, кто твоя аудитория, на письма в редакцию, на звонки в студию. Нельзя. Звонят в студию и пишут письма, в основном те, кому не хватает других видов коммуникации. Это обычно пенсионеры, домохозяйки. Конечно, есть исключения, но основная масса – это пенсионеры и домохозяйки, которым нет других видов коммуникации. Или вот эти вот бабушки у подъезда. Почему они не будут там садятся? Они подсознательно восполняют нехватку коммуникации, которая прекратилась после того, как они ушли на пенсию. Значит, дети. Для детей коммуникация играет еще большую роль. Понимаете, без общения дети вырастают эмоционально и умственно неполноценными. Вот знаете, особенно вот это вот эмоционально, на это на Западе обратили внимание. Вы знаете, что у нас сейчас фактически детские дома и интернаты, они сходят на нет. Вместо этого интернаты и детские дома семейного типа, то есть там максимум 10 детей, это не мы придумали. Это все на западный манер сделали. А почему сделали? 10 детей это там, где возможно непосредственное, постоянное общение. Постоянно. И причем общение не только вербальное, но общение и тактильное. Оказывается, для ребенка очень важно, чтобы его трогали, гладили и так далее. Если этого не происходит, к сожалению, выпускники детских домов, им гораздо труднее создать семьи.
Они эмоционально не могут раскрыться так, как те люди, которые вырастали вот в обычных семьях. То есть это крайне важно. И тут тоже вот с этим Маугли, Редьярда Киплинга, конечно, красивая сказка. А вот реально был такой случай в Киргизии в 80-х годах, нашли девочку, которую вот воспитала волчья... До речі, може українською вам краще? Ми не однаково якою. Мне однаково, чего. Так вот, значит, ее волчья стая воспитала. Коллеги в Советском Союзе, ученые бились для того, чтобы ее социально адаптировать, ничего не смогли сделать. Все, она выросла умственно неполноценной и умерла в возрасте примерно, ну ее уж нельзя определить точно возраст, было около 20 лет. Значит, то же самое было во Франции, такой же случай. Мальчик вышел из церкви, ученые бились. В Мексике, ну я уже последний пример приведу и пойдем дальше. Вообще дикий пример был около 10 лет назад. Там небогатый крестьянин, у него родилась очередной ребенок, семья многодетная, католики, абортов делать нельзя. И девочка, понятно, в сельском хозяйстве толку никакого. И вот как только у нее отлучили от груди, что он додумался сделать? Выделил клеточку в загоне для скота, ей там давали есть, но, естественно, общение было крайне ограничено. И вот так вот она просуществовала на какое-то время. Значит, потом мальчик, старший брат ее, видно, отец его чем-то обидел, он сыграл в Павлика Морозова, и полиция поменяла ребенка и отца этого местами. То есть его за решетку, и ее американцы уже, мексиканскую эту девочку, пробовали адаптировать. Ничего не получилось, значит, они там, понимаете как, даже научить говорить не могут ее. Не могут даже какие-то вот правила приличия соблюдать. Если ребенок не получает коммуникацию вот буквально с первых дней, все, упущенное время уже не восполнишь. Упущенное время не восполнишь. Коммуникация для ребенка имеет первостепенное развитие для того, чтобы он стал человеком. Иначе он просто человеком как существом социальным не становится. Теперь, что касается этого презентации, ну ладно. Значит, что касается у нас массовой, вернее, видов коммуникации. Коллеги, я очень прошу, давайте все поставим телефоны на беззвучный режим, кстати, я тоже, чтобы они нас не отвлекали. Да. Так вот, значит, коммуникация имеет разные виды. Я потом объясню, для чего вообще выделять эти виды коммуникации. Мы выделяем прежде всего массовую коммуникацию, но давайте начнем изначально. Надо назвать первый вид, это автокоммуникация. Ну, голос совести можно это назвать. Вот когда человек внутренне обдумывает какие-то свои поступки, решения, какие-то альтернативы поведения, это автокоммуникация. Ей, в принципе, занимается психология. Ну, тут понятно, что это очень важно, но это отдельный вид коммуникации. Дальше идет межличностная коммуникация, когда идет непосредственное или опосредованное общение человека с одним-двумя другими людьми. Это, значит, ну, это может быть по телефону или непосредственно вот, один с другим, как говорит, обычная ситуация. Дальше групповая коммуникация. Вот у нас сейчас групповая коммуникация. Групповая коммуникация тоже отличается. Она отличается в малых группах, это до 10 людей. В средних группах, как правило, это до 100-200. В больших группах это больше 1000, больше 10 тысяч. Ну, понимаете как, тут разные виды групповой коммуникации. Уже наверняка у вас возник вопрос, для чего вообще разделять коммуникации на разные виды. Это очень и очень важно. Почему? Потому что достижение эффекта при разных видах коммуникации, пути достижения эффекта различные. То есть вот для того, чтобы повлиять на собеседника в межличностной коммуникации, коммуникации в большой группе, в массовой коммуникации, надо использовать совершенно разные техники, приемы.
совершенно различные. Вот знаете, если говорить о коммуникации в большой группе, вот митинги. Митинги отдельный вид коммуникации. Вот, например, знаете, Фидель Кастро-Рус, бывший лидер Кубы, он мастерски, он захватывал аудиторию, держал 1000 людей во внимании, и действительно в напряжении, и у него очень долгое дление. До 10 000 человек митинги были в Гаване. А когда попробовали транслировать на Майами, туда, куда кубинские иммигранты радиотрансляции делать, это вызвало смех. Потому что терялось вот этот вот эффект непосредственного присутствия, харизма и так далее. Или, например, вот Лукашенко Александр Григорьевич. Вот посмотришь на него по телевизору, ну как-то можно посмеяться, да? А вот Шевченко, была такая встреча где-то около 80 лет назад, так он рассказывал, что говорит, он был депутатом 13-го созыва Верховного Совета Беларуси, пока Лукашенко не разогнал этот, как оппозиционный 13-й созыв. Говорит, я сдерживал себя, чтобы не рукоплескать ему. Почему? Потому что он захватывает, он как оратор, он действительно харизматичен, очень и захватывает аудиторию. Ну, харизматичность это такое относительное понятие. Вот, например, ваша соотечественница, которая вот сейчас вот находится за решеткой, она замечательная оратор. Она замечательный оратор, она захватывает аудиторию, причем энергия у нее сногсшибательная. У меня мой студент, бывший Андрей Шевченко, он сейчас депутат ее фракции, рассказывал, как они ездили зимой, когда были выборы, не помню, в 2007, по-моему, году, зимой были выборы, говорит, это вообще невозможно. Просто невозможно выдержать. Мы, мужчины, говорит, не выдерживали, потому что они объезжали тогда и райцентры, и все. А она выдерживала и в каждом месте давала митинги, и людей держала в напряжении постоянно. А когда она начинала свою деятельность, я помню, когда она первый раз стала депутатом Верховного Совета, она 2 слов на камеру не могла произнести. То есть это практика постоянная. Очень замечательными ораторами были лидеры большевиков. Тогда, в феврале 17-го, их было 24 000, на многомиллионную Россию это вообще ничего. А кто делал революцию? Как большевики распространяли свое влияние? Интернета не было, они разъезжались по стране, и они, так сказать, пропагандировали. И причем не сами большевики, вот путиловцы, рабочие Путиловского завода. Им митинги проводили лидеры большевиков, потом они разъезжались по стране, и уже они проводили эти митинги. Значит, знаете, сохранились, к сожалению, не сохранились записи Троцкого по понятным причинам, а он был по отзывам просто сногсшибательным оратором. Один раз в Киев он приехал, а Киев всегда был таким мелкобуржуазным городом, враждебным большевикам. Приехал в Киев, выступал с балкончика оперного театра. Его встретила враждебно настроенная толпа, через 2 часа его не отпускали аплодисментами. Он врагов превратил в союзников. Ну вот я специально смотрел, каким образом выступали, сохранили грампластинки, Троцкий не сохранился, Луначарский и Ленин. Вы знаете, это надо усилие воли, чтобы дослушать до конца. Это 3-5 тезисов, которые постоянно повторяются, и это явная убежденность человека, что его слушают и будут слушать. Вот эта вот убежденность, наверное, ее и можно назвать харизмой, убежденность в себе, и люди, окружающие, тоже признают эту убежденность. Гитлер тоже что-то. Гитлер был замечательным оратором, но, так сказать, кстати, он, ну, его-то я не слушал, тоже по понятным причинам, а вот как его Фейхтвангер описывает успех, там действительно он завораживал аудиторию. Уверенность в себе и признание этого другими. И 3-5 тезисов, больше люди не запоминают. Очень интересно, Лебон писал «Психология толпы», он описывал эту вот харизму как, значит, как он назвал это заразой, что человек заражает толпу, и толпа идет за ним. Кстати, Лебона не признавали ученые при жизни, считали его мошенником, хотя он был советником 2 президентов Франции, но сейчас повторяется, вот, подтверждаются его выводы, как, кстати, и Маклювина, которого тоже при жизни
ученые к нему относились более чем скептически. Значит, то есть, а вот массовая коммуникация там другие закономерности влияния. Ну, во-первых, что такое массовая коммуникация? Массовая коммуникация характеризуется несколькими вещами. Ну, то, что это процесс, понятно, то есть это не предмет, не явление, это процесс, лонгитюдный характер, то есть тянется во времени. Значит, это передача только социальной информации, то есть другие виды информации тут не передаются. Социальная информация, не генетическая, она семантическая, выражена в какой-то знаковой системе. Второе, передача этой информации идет по специальным каналам. Эти каналы, в принципе, общеизвестны, основные. Пресса, телевидение, радио, интернет теперь. Можно отнести сюда и видео, в принципе. И третий вот признак, очень важный признак. Аудитория в массовой коммуникации, она большая по размеру и расположенная в разных местах. Но то, что большая по размеру, ну тут, так сказать, это относительное понятие. Для общенационального канала это может быть миллионы людей, а для интернет-газетки это может быть 200 человек. И все равно это будет аудитория. Но тут главное то, что она расположена в разных местах. Вот это именно расположение в разных местах, то есть анонимность фактически членов аудитории. Вот у нас мы сейчас все видим друг друга, у нас другие законы воздействия. Они обуславливают иные законы воздействия. Хотя некоторые совпадают с законами при массовой коммуникации, про групповой коммуникации. Но давайте сначала разберемся, в каких имеет свойства информация в массовой коммуникации. Во-первых, информация в массовой коммуникации должна быть обязательно актуальной. Что значит актуальной? Это значит иметь какой-то интерес для аудитории. Вы знаете, это самый важный показатель. Вот знаете, у нас появляется и в телевидении, и радио, и газетах информация, которая, в принципе, неизвестна. Это просто выкинутая на ветер площадь или эфирное время, потому что информация неинтересна аудитории, она мгновенно забывается. Такое вот особенность человеческого мозга. Даже интересная информация, кстати, американцы очень интересные исследования проводили, интересная человеку информация, она тоже забывается. Но она находится где-то вот в тайниках памяти. То есть при актуализации, при обращении вот к этому, ее вспоминают. Было интересное исследование, в частности, в Сан-Франциско. Я буду вам приводить некоторые исследования, их гораздо больше. Я буду по одному там приводить на каждый случай, ну, на каждое направление, с тем, чтобы иллюстрировать. А в принципе, этих исследований десятки, они подтверждают одно другое. Так вот, исследовали, что люди запоминают после вечерних новостей. Ну, сначала, конечно, опрос был телефона, это для американцев нормально. У нас, если кто-то по телефону позвонит и спросит, смотрели ли ты сегодня новости вечерние, сразу начнем высчитывать, кто же нас разыгрывает, да? А они уже привыкли, у них это уже где-то, наверное, лет 50 точно. Это история вот этих вот телефонных опросов. Еще Гэллоп был жив, когда это все начиналось. Значит, так вот, и потом те, кто смотрели, у них спрашивали, что запомнили. Оказывается, люди не запоминают из новостей ничего. Но при напоминании они в среднем вспоминают 4 новости. Вот опять-таки, вот видите, это число от 4 до 7. 4 новости вспоминают. Ну, прежде всего, они запоминают, те вспоминают, которые интересны для них. Но в Америке это понятно, какая тема самая интересная. Те, кто был, знают точно, они как-то чокнутые просто на погоде. Для них погода это какая-то, что-то просто, не знаю почему, вроде вечно они все ураганы. Я, кстати, в Америке первый раз побывал в тайфуне. Значит, это было в Вашингтоне, и они передавали постоянно по всем новостям, то бегущая строка, то, значит, в углу квадратик, как этот тайфун, значит, злой надвигается на этот бедный несчастный Вашингтон и так далее. Ну и потом тайфун пришел, то есть пошел сильный дождь.
И вот знаете, вот когда вот этот показывает у нас, что там ураганы там на юге, тут не верьте, и разрушенные домики действительно разрушены. У них там домики, я отступлю буквально на секунду, у них стены толщиной, наверное, вот как эта трибуна, может чуть-чуть. Из гипсокартонной стены, двухэтажные домики, они их называют двухстволками, потому что из двухстволки точно прострелишь, так сказать, его полностью. И смелые люди, я, честно говоря, когда мне предложили на второй этаж подняться, я не решился. Потому что этот домик, как знаете, он нуф-нуфа вот это вот. Ну, естественно, ветер подул и сдул тот домик. А на следующий день получили деньги у страховой и такой же домик сделали опять. То есть это буквально делается за полдня. Так вот, то, что актуально для человека, то запоминается. То, что для человека неинтересно, он это пропускает. То есть самое важное свойство массовой коммуникации, информации в массовой коммуникации, это именно актуальность информации. Дальше. Что еще? Очень важное свойство оперативность. Оперативность, то есть, чтобы донести информацию как можно быстрее после того, как она произошла, вот какое-то событие. Но это относительное свойство. То есть тут относительно. И если информация не оперативная, но актуальная, то она все равно будет иметь спрос. Вот, например, если, ну что у вас, если, предположим, вот, станет известно какие-то подробности дела Лазаренко, они уже прошли, но они все равно будут, наверное, вам интересны. Так же? Дальше. Универсальность. Уже не интересно. Глаз долой из сердца вон, да? Так вот, дальше универсальность. Что такое универсальность? Информация в масс-медиа, она имеет относительно универсальный характер. То есть она рассчитана не на одного человека, не на одну какую-то небольшую группу людей, а на довольно-таки большую и гетерогенную аудиторию, то есть разнообразную аудиторию. Поэтому она должна быть интересна разным представителям этой аудитории. Потом, анонимность тоже относительная. Анонимность, дело в том, что вот такая особенность. Люди воспринимают масс-медийную информацию не как персонализованную информацию. То есть они воспринимают не как информацию какого-то автора, конкретного человека, а как информацию вот этого вот органа медиа. Вот как информация там 1+1, там, или Интер, там, или у вас там 9 канал, или там газеты, там «Зеркало недели», там, или «Факты», там, или губернские эти ваши новости, или что там еще есть. То есть за сообщениями в медиа стоит как бы авторитет всего этого медиа. Дальше. Значит, давайте попробуем разобраться в некоторых вот особенностях, эффектах массовой коммуникации. Вот давайте, как вы считаете, какая информация более эффективна? Та, которая первая появится после того, как какое-то событие произошло, или та, которая последняя появится, то есть перед принятием решения? Да. У нас демократія, у нас мнение раскрылось. Тільки перша і остання. Перша буде по-своєму, а в кінець Последняя, да? Так, давайте демократично решим, проведем голосование. Коллеги, кто за то, что первая информация более эффективная? Кто за то, что последняя? О, ну явное большинство. Явное большинство за последнюю. Ну я, правда, не проголосовал, схитрил, но, извините, большинство я голосую, потому что знаю результаты ельских исследований за первую. Почему за первую? Коллеги, понимаете, это действительно то, что я говорю вот об эффектах, это не мое мнение. Это десятки и десятки экспериментов. То есть вот эти эксперименты показывают, в частности, что человек, оказывается, очень упрямое существо. Это существо
если оно принимает решение, оно начинает активно противиться любой альтернативной информации. То есть, если человек, вот к нему поступила первая информация, и он уже принял, у него есть уже определенная симпатия, ну, предположим, за вашего президента, то он уже будет отвергать все альтернативные источники, и он будет на вашей оппозиции уже стараться информацию в ее пользу вообще не знакомиться с ней. Я говорю ваша, потому что я сам человек аполитичный и, так сказать, стараюсь абстрагироваться от политики. Так вот, таким образом, последняя информация, она часто не достигает противников вот этой точки зрения, потому что они с ней сознательно не знакомятся. Или сознательно, или подсознательно. Кстати, проводились такие интересные эксперименты, не политические, у людей, которые купили машину, потом пытались им подсовывать информацию о том, что это плохая машина. Значит, у нее там система безопасности плохо, вот крэш-тесты плохие, и вот есть такие же по качеству аналоги значительно дешевле. Они принципиально отвергали эту информацию. Они просто не знакомились, они переключали каналы, значит, они перелистывали вот газеты. То есть эти исследования показали, что люди избегают информацию. Но затем, когда усложнили, правда, есть у этого правила несколько исключений. Ну, одно большое, можно сказать, исключение. Когда изменили условия, то есть эта информация стала гораздо чаще появляться. И авторитетные люди стали говорить, что на этой машине ездить опасно. Тогда эти люди принимали решение в пользу того, чтобы изменить свой выбор. То есть человек может изменить свой выбор, но для этого у него должно не остаться альтернативы. Вы помните, как был в России такой замечательный, в кавычках, президент Борис Николаевич Ельцин, да? Помните? Ну, конечно, позор России, президент алкоголик, это понятно. Но вот незадача. Когда он переизбирался вот в последний раз на пост президента, второй и последний, значит, то у него было меньше 10% по социологическим срезам популярности. То есть готовых проголосовать за него. Меньше 10%. А затем он становится президентом, во втором туре не становится, получает там чуть больше 50%. Ну и сейчас говорят о том, что это были манипуляции массовые, но поверьте человеку, который имеет прямое отношение к предвыборным кампаниям, что больше 5% сманипулировать нельзя. Это нереально. 5% это ой-ой-ой, как надо постараться. Ну а как же ж так? Даже если за него проголосовало 45%, как же ж так? За него меньше 10%. Потом, через 2 месяца после этого провели опрос, 13%. А почему же в период между этими опросами люди проголосовали за него? Это был первый на постсоветском пространстве опыт тотальной пропаганды. Вот тогда вот была в России такая кампания, кстати, финансировали ее российские олигархи, то есть, можно сказать, за деньги российских плательщиков налогов, потому что все равно же народные денежки. Значит, идеологически обеспечивали американцы. Эта кампания «Голосуй или проиграешь». У людей фактически не было альтернативы. Они включали любой канал телевидения, у них была только информация за Ельцина. Радио то же самое, газеты то же самое. Единственное, там это советская Россия, у нее сразу трудности с дистрибуцией возникли. Значит, билборды, выходит человек на улицу, тоже только это он видит. Потом бэндвэгон, вот эта вот методика впервые была применена на постсоветском пространстве. То есть по всей России поехали популярные артисты, спортсмены с месседжами, что надо голосовать за Ельцина или каждый из нас проиграет и так далее, и так далее. И это сработало. У человека возникла ситуация, мнение, что он только один придерживается противоположной точки зрения. И он подсознательно, люди стадные животные. Они не могут вот без коммуникации, действительно, друг без друга не могут. Для человека, кстати, самое большое наказание, вот как для человека, это остаться вне своей социальной группы. Кстати, это изначально было.
Вот в Афинах смертной казни не было для граждан, их изгоняли. Но изгнание это было фактически смерть. Во всяком случае, смерть социальная. То же самое, кстати, в Японии. Разные уголки земного шара, одинаковые по силе наказания. Так вот, люди как существа социальные, они стремятся быть с другими людьми. И тут они подсознательно переходили. Но есть так называемый то, что американцы называли спящим эффектом. Этот спящий эффект, он продолжается 2-3 недели. То есть человек может забыть о собственном мнении и перейти на мнение господствующее, но не навсегда. Это максимум длится 2-3 недели. И потом человек возвращается к своему мнению. Ну, как правило, конечно, есть исключения. Значит, поэтому потом, через какое-то время, показало опять примерно те же цифры популярности Ельцина. Давайте подумаем, какие еще вопросы по эффектам массовой коммуникации. Какая информация более эффективна, эмоциональная или рациональная? Эмоциональная. Эмоциональная. Все считают, что эмоциональная. У нас нет тут. Действительно, эмоциональная информация, она более эффективна. Причем, коллеги, о чем бы ни говорилось, вот любой, атомная энергетика, экология, причем любая газета, пусть это будет качественное зеркало недели с ее громадными статьями, разворотами, все равно для достижения эффекта, я в основном, кстати, не раз об этом говорил, это должна быть эмоциональная информация. И посмотрите, информация Мостовой и Рахманинова, Рахманина это очень эмоциональная информация. Только эмоциональная информация достигает аудитории. Кстати, проводился интересный опыт в США. Там небольшой городок Аллентаун. Его разделили на 3 зоны. Маленький городок, там несколько тысяч населения, на 3 зоны. У них там небольшая община социалистов. Не община, а партия небольшая. То есть там же, понятно, республиканцы и демократы только. Эти социалисты были явными маргиналами, но на местном уровне существовали. И вот ученые агитировали за социалистов. В одном секторе вообще не было никакой агитации, во втором секторе было только рациональное, в третьем эмоциональное. Так вот, там, где не было никакой агитации, выросло голосование за социалистов, агитировали только раздачу листовок. Почему? Потому что небольшой городок, чтобы не переходило более-менее. Но все равно, что оно переходит. Там же у нас бы просто заборчики поставили, и милиция, вот как сегодня на проспект ваш Маркса, не пускала бы. А там, значит, пускали. И вот там на 25% выросло. Там, где было рационально, чуть более 30%, а там, где эмоциональное, более 50%. Эмоциональное более она доходит. Человек воспринимает в основном на уровне эмоций. Дальше пошли. Как вы думаете, какая информация более эффективна, односторонняя или двухсторонняя? То есть только ту точку зрения, которую мы хотим донести аудитории, или та точка зрения, которая также, значит, вот, точка зрения противников. Односторонняя, да? Двухсторонняя. Односторонняя. Так двух или одно, коллеги? Давайте опять голосовать. Да. Значит, смотрите. Мне показать время. Вот это вот вторая точка зрения. Ну давайте вот еще этот пример и этот. Смотрите, односторонне, вот мы хотим какой-то месседж донести до аудитории, да? Вот мы его доносим только, это односторонняя информация. А двухсторонняя, если мы говорим и о взглядах своих противников, о взглядах противников нашей точки зрения. Двухсторонняя, где-то двухсторонняя. А почему? Контраст. Иллюзия выбора, да? Вы знаете, американцы тоже считают, что двухстороннее, но у них другое. Опять-таки, дело в упрямстве человека. Они советуют вначале, обратите внимание, в пропагандистских таких вот месседжах, как правило, идет в начале упоминание противоположной точки зрения. И в статьях, и в телепередачах и так далее. Для чего это делается? Это делается для того, чтобы привлечь тех, кто придерживается противоположных взглядов.
Если мы сразу, вот, предположим, вы делаете агитку президента Януковича, и вы говорите сразу, вот Янукович замечательный человек, и это хороший, и так далее, и так далее, и так далее, и вообще, значит, там для женской аудитории там симпатичный, там и так далее. А сторонники Тимошенко, они слышат это первая реакция переключить этот канал. Потому что их не симпатик, будем так говорить, их оппонента воспаляют. А если вы начнете, что вот, к сожалению, лидер оппозиции находится сейчас в колонии, она страдает, у нее серьезное заболевание и так далее. Сторонники Тимошенко видят, учитывается их позиция, они включаются в информационный процесс. Человеку труднее потом из него выйти. И потом вы уже можете переходить на пропаганду своего Януковича таким образом. И эти люди, вы их вовлекли в информационный процесс. Вы можете донести к ним какой-то свой месседж. Давайте на этой веселой ноте манипулирования мы приостановимся, пообедаем, да, а потом, значит, а я не знаю, что тут, где и как.